Польша готовится к войне. Не желая быть колонией РФ, мужское население должно пройти военную подготовку. Что известно о масштабах учений? Турция протестует кастрюлями. Громкий стук и звон в больших городах. Эрдогана просят уйти. Жерара Депардье, который попал в секс-скандал, призвали лишить российского гражданства и имущества. Заявление Госдумы. Узбекистан ужесточает уголовную ответственность за подготовку к массовым беспорядкам. Что происходит? Путин отдал приказ и отправляет военных на новое направление, а США называют дату прекращения огня. Досмотрите. Всем привет, это «Время Прядко», коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Если вам есть что сказать, делитесь своими мыслями и отвечайте на мои вопросы в комментариях. За лайк и подписку буду особенно благодарен. Время начать. Польша, соседствующая с Белоруссией и Россией, готовится к войне. После начала большой войны в Украине Варшава удвоила расходы на оборону, расширяет армию и теперь хочет обучить миллионы резервистов и обычных граждан военной подготовке. Об этом пишет издание «Политика». Премьер Туск считает, что каждый взрослый мужчина в Польше должен пройти военную подготовку. И напоминает, что у Польши нет буферной зоны, а время реакции в случае нападения минимально. Польша провела почти 2 столетия в качестве колонии Москвы и сохраняет глубоко укоренившееся недоверие по отношению к этой стране. Полномасштабное вторжение России в Украину в 2022 году усилило это беспокойство. Поляки поддерживают инициативу, пишет издание. 39% граждан страны заявили, что хотят пройти подготовку. В то же время треть предпочла бы уехать из Польши в случае войны. Офицеры при этом требуют мобилизации. Пока же думают о том, как обучить мужское население. А для этого готовы предложить краткосрочные военные курсы от базовой обороны до обращения с оружием и боевой медицины. Профессиональную подготовку, тактика, дроны, артиллерия. Авторы издания также пишут следующее со ссылкой на начальника Генштаба Вооруженных сил Польши Веслава Кукулу. Давайте послушаем. Если конфликт и давление на Польшу сохранятся в течение длительного периода, то хорошо подготовленные резервисты будут необходимы для того, чтобы действовать плечом к плечу с профессиональными солдатами и силами территориальной обороны. Первоначальный план состоит в том, чтобы обучить 100 тысяч человек к концу 2026 года. Вторая цель еще важнее. Мы должны подготовить общество к последствиям кризиса, даже если не все проходят военную подготовку. В Польше говорят о том, что Россия наращивает армию в тылу. Западные разведки при этом уверяют, что война между Россией и странами восточного фланга НАТО может произойти в конце этого десятилетия. Именно поэтому ЕС взял себе срок в 5 лет, чтобы уделить внимание обороноспособности. Напомню, что недавно спецпосланник Трампа Стив Уитков заявил, что после встречи с Путиным в Москве у него есть четкое понимание того, что Россия не собирается нападать на Европу. Напомню, в РФ неоднократно предлагали сбросить ядерную бомбу на Варшаву или дойти до Польши своими войсками. А вы верите в войну НАТО и России? Как считаете, как долго бы она продлилась и кто бы победил? Пишите в комментариях, а я напомню, что вы также можете подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Трамп планирует завершить войну в Украине и добиться полного прекращения огня за 100 дней своего президентства. А это означает, что со дня его инаугурации до полной тишины на фронте всего чуть более 3 месяцев. И срок для исполнения его желания истекает 30 апреля. Об этом пишет The Economist. При этом американские разведчики сообщают, что Путин и Зеленский, возможно, и готовы поговорить о прекращении огня, но не готовы прекратить боевые действия. По мнению спецслужб США, в Киеве и в Москве считают риски затяжной войны меньшими, чем риски неудовлетворительного урегулирования. Кроме того, The Economist пишет, что сейчас Трамп продолжает заигрывать с Путиным, несмотря на то, что еще 11 марта и Украина, и Америка предложили полное прекращение огня по всей линии фронта на море, в небе и на суше. А Кремль до сих пор не дал положительного ответа. Сторонники Кремля в Вашингтоне, похоже, торжествуют. Дубинки были применены в основном к Украине, которая на какое-то время была отрезана от потока американского оружия и разведывательных данных. России предлагают в основном пряники. Американцы говорят о признании аннексии украинских территорий и отказе Украине в членстве в НАТО или же в гарантиях безопасности. Представители власти разрабатывают варианты отмены санкций. Зеленский при этом заявляет, что Россия сначала выполнила обещание по режиму тишины и вскоре его нарушила.
В США считают, что режим прекращения огня в Черном море и в энергетическом секторе работает. Я считаю следующее. 2 дня назад была ночь, когда не было ударов по энергетическому сектору. Сегодня энергетическая инфраструктура в городе Херсон была повреждена российской артиллерией. Вот как это работает. Зеленский, кстати, заявил, что готов говорить с Путиным, а Путин выступил с резким заявлением. На фоне разговоров о прекращении огня и желании завершить войну, он считает, что его армия может добить, это цитата, ВСУ. И тот же вновь заявил, что РФ хочет завершить войну мирными средствами. Кроме того, вновь заявил о нелегитимности Зеленского, а также намекнул, что в Украине необходимо ввести временное управление под эгидой ООН и ряда стран, чтобы провести там выборы. Правда, и возникает вопрос, а как быть-то, как с ними вести переговоры? Правда, в таких случаях международная практика идет по известному пути в рамках миротворческой деятельности Организации Объединенных Наций. Несколько раз уже было на то, что называется внешним управлением, временной администрации. А для чего? Для того, чтобы провести демократические выборы, для того, чтобы привести к власти дееспособное и пользующееся доверием народа правительство, и потом уже с ними начинать мирный договор, начинать переговоры о мирном договоре, подписывать легитимные документы, которые будут признаны во всем мире и будут надежными и стабильными. Как считаете, станет ли план Трампа по прекращению огня реальностью и настанет ли тишина на фронте 30 апреля? Или это нереальный вариант? Актер Жерар Депардье – одна из самых обсуждаемых фигур во Франции на этой неделе. Он оказался в эпицентре громкого судебного разбирательства. Накануне прокуратура страны потребовала для него 18 месяцев условного заключения и штраф в 20 тысяч евро по обвинению в сексуальном насилии. Депардье не признает вину, утверждая, что не считает касание за ягодицы сексуальным насилием. Актер жалуется, что женщины слишком легко подвергаются электрошоку от подобных действий. Это первый процесс против 76-летней звезды, несмотря на множество обвинений в последние годы. Напомню, что несколько женщин заявили о сексуализированном насилии и обвинили во всем Депардье. А в России тем временем тоже скандал, и тоже из-за Депардье. Французский актер в суде объяснил свое поведение русской натурой, пишут СМИ. Это заявление вызвало шквал критики в России. В Госдуме назвали Депардье позором страны и призвали лишить его гражданства, а также отобрать имущество. Я еще 2 года назад призвал отобрать у Депардье паспорт. Не секрет, что к нам этот месье рванул, когда во Франции решили ввести сверхналоги для богачей. Ладно, пусть ты жмот, но веди себя прилично, уважай страну, в которой к тебе душевно отнеслись. Но с началом СВО он принялся лить на Россию грязь. А еще остановил работу над фильмом об эскадрилье «Нормандия-Неман», оскорбив память не только наших воинов, но и своих земляков. Я тогда так и сказал: «Поезжай к себе». Он и поехал, но и от гражданства не отказался. Понятно, ведь здесь у него бизнес. И вот теперь он свою распущенность прикрывает русской натурой. Узбекистан закручивает гайки, ужесточены законы о массовых беспорядках. Президент Шавкат Мирзиёев подписал закон, который ужесточает наказание за обучение организации беспорядков и их финансирование. Теперь за это грозит до 7 лет тюрьмы или штраф до 225 миллионов сумов. Это практически 18 тысяч долларов. Если человек прошел спецподготовку, например, учился обращаться с оружием или взрывчаткой, он тоже попадает под статью. Но есть лазейка, уверяют в Минюсте Узбекистана. Власти обещают освобождение тем, кто добровольно сдаст организаторов и спонсоров, а также места проведения тренировок. Принятые изменения направлены на укрепление общественной безопасности и предотвращение действий, способных дестабилизировать обстановку в стране. Так звучит официальная версия. Закон вступил в силу после его официального опубликования 27 марта 2025 года. А как вы считаете, почему появилась необходимость в таких изменениях Уголовного кодекса? Напишите свои варианты в комментариях. И напоследок немного видео из Турции. Там продолжаются протесты после задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Ежедневно тысячи людей выходят на улицы. Кроме того, жители главных турецких городов в знак протеста стучат кастрюлями и сковородками и требуют Эрдогана уйти.
Новости за неделю собраны в плейлист. Переходите и смотрите. Если хотите, чтобы это видео увидело больше людей, поставьте лайк. А если у вас есть возможность поддержать канал, в описании есть информация о том, как это сделать. До встречи.